Приветствую зрителей моего канала, с вами Александр. Вот меняю двери в своей квартире, заказал такие двери из Экошпона. Компания, к которой я обратился, называется Градур, ссылочка на нее будет в описании. Сами двери это Portas, это, как мне заявили, это российский производитель, но дистрибьютор, который поставляет их в Беларусь, вот ссылочка, продублирую также в описании. Целый комплект дверей, здесь их 6 штук, различный размер. Цвет кремовая лиственница, то есть 2 двери 60, 2 двери 70 и 2 двери 80 сантиметров в ширине. Всякие доборы, наличники, коробки, также вот большая стопочка. И целая коробка мебельной фурнитуры, с которой я познакомлю вас более подробно. Оптимальной по цене и качеству для меня стала фурнитура Арни. У меня в наличии ручка дверная, роликовый механизм, защелка сантехническая, петля дверная, защелка межкомнатная, завертка сантехническая и ручка для раздвижных дверей. Остановлюсь на каждом изделии поподробнее. Ручка для межкомнатных дверей Мессина упакована в пенопласт, который имеет картонную крышку. На ней нанесен QR-код для перехода на сайт оптового магазина и представлена комплектация. Ручка имеет обтекаемую форму, которая из вертикальной плоскости поворачивается в плоскость горизонтальную. Изготовлена из стали, цинка, алюминия и меди, имеет гальваническое покрытие в цвет матовый хром, цена $16,5. В комплекте две ручки, стержень 100 на 8 и на 8 мм, также различные метизы и шестигранный ключ для установки. Ручка для раздвижных дверей устанавливается в потай дверного полотна, комплектуется пластиковой накладкой и поверх нее защелкивается металлическая деталь, покрытие матовый хром. На этикетке указаны изготовитель из Гонконга, МВМ Hardware компания, и поставщик в Беларусь частное предприятие Интерключ. В комплекте также два шурупчика. Вот таким вот образом оно защелкивается. Цена за комплект $10. Роликовый механизм М3015 для раздвижной системы упакован в картонную коробку, на которой представлена комплектация: 2 ролика, 2 нижних ограничителя и метизы. Сама система включает в себя еще деревянный брус и алюминиевый профиль, в зависимости от длины 2 метра, 3 метра. Роликовые колеса установлены на подшипнике и покрыты очень плотной резиной, благодаря чему ход у них тихий и плавный. Вот такие две металлические скобы крепятся к верхнему торцу двери с помощью шурупов. Затем с помощью регулировочного болта и гайки к ролику. Данным болтом регулируем высоту подъема двери. Для этого в комплекте есть специальный ключ. В крайних торцах алюминиевого профиля устанавливаются такие пластиковые уловители с помощью распорных винтов. Вот такой вот вариант. Здесь есть шлиц под отвертку. При открывании двери ролик захватывается уловителем в импровизированные клещи и удерживается в нем. Чтобы открыть, необходимо силой немножко потянуть. В нижнем торце двери выпиливается канавка, в которую входит ограничитель. Такой ограничитель. Он, в свою очередь, прикручивается к полу, изготовлен из металла, и на нем вращается пластиковый ролик, по которому ходит дверь. Благодаря ему дверь при движении удерживается в заданном направлении вдоль плинтуса. Цена всего комплекта механизма $65. Цена всей раздвижной системы $104. Защелка сантехническая 170 CP упакована в подобную картонную коробку. Кстати, заметил, что вся фурнитура не свежая. Данная защелка изготовлена 5 лет назад. Комплектуется 4 шурупами разного размера, пластиковой металлической накладкой на коробку дверную, замок имеет пластиковую защелку, благодаря которой она имеет низкий шум при закрывании. Торец замка хромирован. На нем гравировка Арни. Для изменения замка на правую и левую дверь нужно вытянуть пластиковую защелку вперед и перевернуть ее.
таким вот образом. Межосевое расстояние 70 мм. Цена $5. Следующая подобная коробка, и здесь защелка межкомнатная 100 CTP. Также изготовлена 5 лет назад. Гарантийный срок службы не менее 5 лет. Аналогичная комплектация, как и та защелка. Две пары шурупов разного размера. Пластиковая металлическая накладка на дверную коробку. И сама защелка, она вот такая уже несколько меньше. Здесь также пластиковая защелка. Конкретно ее переворачивать не надо. Весь механизм симметричен, и его можно установить на правую и левую двери. Соответственно, гравировка здесь и сверху, и снизу. Цвет также хром. Петля дверная универсальная 100 на 75 SN. Изготовленная из стали, имеет хромированное покрытие. В комплекте 2 петли. Также здесь выгравирован производитель, имя производителя, и вот такая куча саморезиков. Цена $3 за пару. В обычный целлофановый пакет упакована завертка сантехническая. Цвет матовый хром. В комплекте 2 чашки, ручка, винты для установки и шестигранный ключик. Данная завертка используется для блокировки сантехнической ручки. Цена этого комплекта $7. Дверная фурнитура Арни изготовлена в Гонконге из стали и пластика, приобретена в компании Interkey в Беларуси, которая занимается оптовой реализацией данной продукции. Ссылка будет в описании. Ну а теперь дождемся установки дверей, установки фурнитуры, и покажу, как все это дело работает. Ну и так, все двери установлены. Установлены были в течение одного рабочего дня, где-то с 8:30 до 18:00. Доставка, монтаж дверей производился силами частного предприятия Maxi Group. Как мне объяснили, Градур, о котором я упоминал в начале своего видеоролика, это всего лишь название магазина. Сама компания называется частное предприятие Maxi Group. При посещении магазина или по телефону вы согласовываете время прихода замерщика, который составляет, и вы подписываете вот такой стандартный договор с приложениями. В договоре четко прописаны все пункты и также все суммы, которые вам необходимо уплатить. В приложении здесь прописана вся спецификация, то есть весь комплект, который необходим, и также сумма. Общая сумма получилась 1845 рублей 12 копеек, но согласно договору необходимо было внести предоплату. Предоплату я внес 900 рублей, и остаток суммы также здесь был помечен 945 рублей 12 копеек, которую необходимо было оплатить при доставке всего комплекта. По умолчанию доставка осуществляется до подъезда. Если необходимо, можно согласовать и подъем на ваш этаж. При доставке товара составляется вот такой акт приема передачи, где также прописана вся комплектация и сумма. Согласно этому акту вы доплачиваете оставшуюся сумму и подписываете этот акт. И в принципе в тот же день по телефону, который указан в первоначальном договоре, вы созваниваетесь с установщиком и согласуете дату монтажа дверей. Предварительно замерщик уведомляет, что монтаж дверей состоится где-то через 2 недели после доставки товара, но у меня получилась неделя. По окончании всех выполненных работ вы рассчитываетесь уже с установщиками, но мне еще обошлось 410 рублей. Итого в общей сумме где-то 2200 белорусских рублей, ну порядка $1100 за 6 дверей из эко-шпона. Претензий к дверным полотнам у меня вообще никаких нету. С верхнего и нижнего торца двери выглядит следующим образом. Она изготовлена из деревянного бруса и оформлена вот таким эко-шпоном. Ну это как это МДФ или материал такой. Это разборно-сборная конструкция. Вот здесь вот по заглушками и сверху, и снизу полотна имеются болты для как бы стягивания всей конструкции. Все двери у меня 3 размеров. Это 80-ка, 70-ка и 60-ка. Поскольку вот эти элементы у них стандартного размера, порядка 16 сантиметров, то на 80-ку необходимо было заполнить эту вот часть. Здесь вставили молдинги
И здесь матовое такое стекло шириной 23,5 сантиметра. Соответственно, в других дверях, вот на 10 сантиметров уже, это 70-ка, здесь молдинги оставили. Здесь, соответственно, ширина стекла уже составляет 13,5 сантиметров. А вот в 60-ке здесь всего лишь 3,5 сантиметра. Стекло матовое, не просвечивается насквозь, и как бы просто здесь видно, что кто-то находится в ванной или туалетной комнате. Фурнитура вся врезана, установлена очень аккуратно, и в принципе, да, показали себя вот эти пластиковые защелки, они менее шумные, и в принципе дверь у меня защелкивается даже просто толкнув ее. Эти петли на двери немного как бы так выпирают, и они неразборные, то есть чтобы снять дверь, необходимо будет предварительно выкрутить все шурупы петли, снять петлю. Коробка имеет резиновый уплотнитель по всему периметру. Установлены все пластиковые заглушки, там где производился крепеж. И между дверным проемом и коробкой также еще все запенено. В этой конструкции наличник, как называется, телескоп, то есть он такой Г-образный и вставляется в специальную щель в коробке. То есть ее можно извлечь, вот если видно вам будет. Выполнен из МДФ. То есть нет мелких этих обойных гвоздиков. Не всем нравятся подобные наличники, поскольку у них внешняя грань скошена внутрь. И при состыковке с плинтусом образуется вот такая щель, куда, возможно, забивается пыль. Поскольку дверные полотна все у меня стандартной высоты 200 сантиметров, то для раздвижной системы необходимо, чтобы коробка была немного ниже двери, и дверь выходила бы как бы сверху коробки. В связи с этим здесь установлен брус. Сначала набит брус в проем дверной, а затем уже с помощью пены закреплена вот эта вот обшивка вся. У меня образовалась вот такая недоклеенная часть обоев. То есть мне предстоит еще это все устранить. Вот вам будет виден там деревянный брус. Вот этот момент учитывайте, если вы захотите себе сделать раздвижную систему. Или необходимо заказывать просто полотна более выше, не 200 сантиметров, а там 220, наверное, или 210. Но, соответственно, нестандарт будет дороже стоить. Ну и также учитывайте тот факт, что если вы будете устанавливать раздвижную систему, то желательно вот половое покрытие, у меня в частности плитку, необходимо было как бы довести чуть больше. Еще сантиметров на 5, чтобы не торчало вот здесь вот ламинат из той комнаты. Здесь закреплен на брусе также снаружи вот этот вот профиль алюминиевый, такая рельса, по которой ходят ролики. Ходят, в принципе, так достаточно плавно. Небольшой шум есть, но не очень. Все потом это оформлено вот такой МДФ панелью, которая закреплена к брусу, на котором держится также вот этот металлический профиль. На нижнем торце выпилен был специальная канавка, где ходит ограничительный ролик, благодаря чему дверь движется строго параллельно стены или плинтусу. Так дверь из комнаты выглядит в закрытом состоянии. Так в открытом, но раздвижная система позволяет просто экономить пространство. В принципе, вся фурнитура установлена очень аккуратно. Вот защелка сантехническая. Но благодаря вот этому блокиратору здесь как бы ручка не очень легко ходит, как без него. В принципе, можно заблокировать, повернув это сюда. Для разблокировки с внешней стороны имеется вот такой вот шлиц. Но, в принципе, его можно и провернуть рукой. Сейчас вам покажу. Вот такой вот стык получился между двумя дверями. Здесь подрезали наличник. В этом коридорчике у меня еще по периметру не установлен плинтус. Но что касается самого частного предприятия, в принципе, делают все аккуратно. Ну, конечно, бюджетно, но аккуратно. Сотрудничество рекомендую. Ну, а я с вами прощаюсь и скоро увидимся. Пока!